Где лучше всего хранить валюту? Сегодня про это поговорим. Я получил комментарий от Кристины Перцевой. Можно ли о накоплениях рассказать? Какие банки и счета дают выгодные условия? Начну с того, что вы уже молодцы, что начали покупать валюту или задумываетесь только об этом. Это хорошо. Классно, если у вас уже есть какая-то валюта, отличная от нашей, национальной, от рубля. Это правильный шаг, вы думаете в верном направлении. Итак, первый вариант. Вы пошли в кассу зеленого банка, например, да, если вы пользуетесь, купили у операциониста доллары, обменяли рубли на доллары. И вот у вас есть 100 долларов ваших первых. Вы можете хранить их прямо вот наличкой у себя там, в столе, не знаю, под подушкой, в банке где-нибудь, в книжке. Каждый выбирает сам. Это уже будет хорошим решением, потому что инфляция доллара и рубля, она несоизмеримо отличается в сторону доллара. То есть он обесценивается гораздо медленнее, чем наш рубль, поэтому целесообразность хранения денег в валюте какой-либо, в долларе или, может быть, в евро даже, она имеется такая, да, целесообразность. Следующий момент. Не покупайте валюту в банке, вот не приходите, как вот способ я вам описал, да, к операционисту, там я хочу купить доллары. Там будет невыгодный курс. О том, где и как лучше всего покупать валюту, я расскажу в другом видеоролике. Выразите свою заинтересованность в комментариях, если вам это интересно. Так, следующий момент, второй. На накопительном счете можно хранить. Наличка это хорошо, конечно, но вы не видите какого-то профита, да, у вас вот лежат 100 долларов, как они были 100 долларов год назад, так они и сейчас есть 100 долларов, если вы их куда-то не реализовали, не направили, не использовали. И хочется получать какой-то профит небольшой с этого. Накопительный счет может вам в этом немножечко помочь, но ввиду того, что у нас это не национальная валюта и оборот долларов в стране не свободный, мы имеем очень маленькие, низкие прям ставки на накопительные счета, порядка 0,01%, да, за год. 0,01% за год самая распространенная ставка, которая есть и у ВТБ, и у Сбербанка, и у Тинькофф тоже такая, по-моему, есть. В общем, в большинстве банков вы увидите именно такие цифры. В чем фишка накопительного счета, если кто не знает, то он позволяет вам в любой момент времени класть туда деньги и снимать. То есть высокая достаточно ликвидность. С другой стороны, у вас должна быть карта долларовая для того, чтобы вы могли эти деньги быстро потратить, а не идти опять же в банк, не снимать их через кассира со своего валютного счета, например. Вот есть у вас валютный счет, а карты, например, долларовой нет. В Сбербанке, я думаю, что это обязательное условие. И выдают ли они вообще долларовые карты, это, кстати, я не знаю. У Тинькофф с этим, конечно, попроще. Там одна карта и куча валют, выбирай, добавляй сколько хочешь. Там и фунты стерлингов, и какие-нибудь кроны, и иены и так далее. Все добавляй на одну карту и можешь в той стране, где эта валюта в обиходе, тратить эти деньги. Все просто и понятно. Так, следующий момент. Накопительный счет со ставкой мы разобрались. Ну, у Тинькофф, кстати, хочу сказать, что у них ставка 0,1%, то есть в 10 раз больше. Так, следующий момент – это вклад. Да, вы можете хранить свои доллары на вкладе. На вкладе, как правило, больше процентная ставка, но и ликвидность гораздо ниже, потому что на вкладе вы должны заморозить свои деньги минимум на 30 дней. Это самая такая, наверное, минимальная цифра. 30 дней, полгода там, или год, и вы получаете уже процентную ставку там, в районе 1, может быть 2%. У всех банков по-разному, поэтому тут уже можно выбирать действительно какие-то условия, читать на сайте, например, на Сравни.ру. Да, вот то, что Кристина Перцева как раз-таки просила меня сказать, сравнить. Я сравнивать не буду, потому что вы можете это сделать сами, да, посмотреть на сайте, там прям будет вам табличка, список банков и все. Если там ваш банк, в котором у вас уже есть карта, то
супер, да, как бы вам не придется открывать карту, открывать счет накопительный, заполнять там какие-то документы и так далее. Но если же это какой-то банк будет мелкий, задрипанный, так скажем, да, то наверняка там будут какие-то определенные условия и сложности с выводом денег. И вот о ликвидности какой-то высокой там говорить точно не придется. Поэтому я не считаю нужным рассказывать про вот именно какие-то банки, которые дают лучшие условия по процентным ставкам на вклады или на накопительные счета, так как будет страдать, ну, зачастую ликвидность, да, скорость вашего вывода этих денег с этого счета. Но если вы намерены хранить только лишь валюту, то, возможно, это ваше решение. Ссылочку на сайт Сравни.ру и там раздел какой-нибудь с предложениями по накопительным счетам я тоже вам приложу к этому видеоролику. Смотрите, кому это интересно. Ну а мы идем дальше. Первые три варианта — это когда мы валюту, вот только ее и имеем, и все. Ничего на нее не покупаем, просто храним. Четвертый вариант нам открывает некоторые такие возможности. Это покупка ценных бумаг. То есть вы можете свои доллары, на них вы можете купить какие-либо ценные активы. Благо, у нас сейчас такая возможность есть. Все почти брокеры предлагают услуги Санкт-Петербургской биржи, на которой как раз-таки торгуются бумаги в валюте и в долларах, и в евро. Поэтому можно их туда пристроить. Вы сможете покупать, ну, зачастую для начинающего инвестора это три будут актива: акции, фонды и облигации. По поводу облигаций, это будут, скорее всего, евробонды. Они торгуются от 1000 УЕ, то есть 1000 долларов, либо 1000 евро. Поэтому тут уже можно 100 раз подумать над тем, а стоит ли вообще, так как доходность они показывают не самую большую. Ну, конечно, больше, чем на вкладе валютном, но тем не менее, да, как бы есть варианты и получше. Вообще про инвестиции хочу сказать, что это достаточно такая рисковая штука, потому что ваши средства не застрахованы никаким агентством страхования вкладов. То, что у нас на вкладах есть, вот, кстати, я даже не знаю, валютные вклады, они тоже подпадают под это правило, что до 1 400 000 вы получите компенсацию, если что-то с банком случится, либо валютные вклады не включаются туда. Вот это, кстати, интересно узнать. Если кто-то в курсе из подписчиков, то напишите в комментарии, да, было бы интересно узнать, потому что я не в курсе такой информации. Итак, про инвестиции, да, что у нас, ну, самое, наверное, интересное будет такое относительно безрисковое вложение — это фонды, ETF. По сути дела, это когда вы покупаете готовый инвестиционный портфель. Вам не нужно самостоятельно выбирать какие-то акции разных компаний, там Apple, Amazon, Microsoft и так далее, да, выбираете их в свой портфель, там покупаете и вот держите этот портфель. Он там какие-то бумаги могут показывать просадку, какие-то наоборот возрастать, и в общем и целом средний какой-то у вас будет, какие-то цифры будут показываться. С ETF попроще, вы можете покупать гораздо дешевле эти акции, потому что, ну, вряд ли у вас там хватит смелости купить одну акцию Amazon, которая стоит порядка 3000 долларов, да, у вас там есть, например, всего лишь 100 баксов, вы можете купить тот же фонд FXUS на 80 долларов, вот 80 долларов сейчас этот фонд стоит, в него входят там самые крупные компании по капитализации США. И вы, в общем-то, не паритесь, да, насчет того, какую доходность вам будет показывать портфель. Там есть определенный такой диапазон, да, который, как правило, действует на этот фонд. И там, ну, в районе 12-10 хотя бы процентов в долларах вы будете получать доходность от своих вложений. И особо-то не переживать, но зато вы будете платить комиссию этому фонду за управление. По поводу акций, да, вы можете брать отдельные акции, конечно, но там риск выше, риск и просадки, и получить большую доходность, чем в фондах. Фонды — это такой среднячок, да, облигации там, они вообще мизерную показывают доходность, фонды — это вот что-то среднее такое, и акции — самая высокая доходность потенциально, но и потенциально высокий риск просадки. Вот, соответственно, с каждым вот этим уровнем у нас возникает, растет и риск, и доходность, и риск. Риск и доходность — это вообще очень взаимосвязанные вещи, и если вы хотите много денег получать с минимальными вложениями, то вы должны рассчитывать на то, что вы эти деньги можете и потерять.
Так, я думаю, с этим понятно. Про инвестиции, в принципе, это мой весь канал. Так что можете заходить, смотреть, как начать инвестировать. Видео есть, даже не одно на канале. Поэтому смотрите, пожалуйста, снимал для вас. И последний, пятый вариант у нас это хранить деньги в криптовалютной бирже. Этот вариант я открыл для себя совсем недавно. Вот совсем недавно я начал интересоваться криптовалютой. И вот у меня есть такое приложение. Так, вам ничего не видно. Такое приложение называется Binance. Вот желтый значок такой. Приложение Binance. Я не говорю сейчас, кстати, про покупку криптовалюты, какой-нибудь тот же самый биткоин или эфириум, да, для тех, кто в теме. Вот. Я говорю о том, чтобы хранить деньги свои, валюту. У меня вот, например, в моем случае это евро по большей части. Хранить валюту на депозите, который позволяет вам открыть эта биржа, вот это приложение криптовалютное. Здесь процентная ставка у меня составляет, сейчас я вам покажу. Так, вот видите графу. Так, почему-то не прогружается. Ну вот графа евро. Графа евро, надеюсь, видно, да? Процентная ставка 3,21 за год. Разве это не интересно? Я думаю, что более чем. Для того, чтобы вам тоже попробовать вот такой вариант, я обязательно сниму видеоролик и обязательно напишите мне в комментариях, интересно ли вам узнать, как хранить деньги на депозите в криптовалютной бирже. Там тоже есть определенный риск, и риск в первую очередь того, что ваши средства могут украсть, но если вы правильно выстраиваете вот эту цепочку безопасности вашего кошелька, ваших там всех паролей и так далее, то все будет в порядке. Поэтому это тоже отличный вариант. И среди всех таких пассивных источников, накопительный счет в банке и вклад в банке, вот это хранение на криптовалютной бирже, оно выигрывает просто мега процент огромный. Вот для валюты это прям более чем интересно. Я не знаю, как там в других странах, банки тоже предлагают низкие проценты. Наверное, да, потому что ставки там на кредит у них тоже небольшие, не такие, как у нас. Поэтому вот такая история. Все, надеюсь, видео было полезным. Я рассказал вам основные способы, какими пользуюсь я и какими вы можете пользоваться. Я вкладываю и в ценные бумаги, и храню на криптовалютной бирже. У меня есть накопительный счет, и наличными тоже у меня деньги есть. Единственное, что я не использую вклад, потому что мне не нравится момент то, что надо заморозить свои деньги, и ты не сможешь ими воспользоваться в самый подходящий или неподходящий момент. Всем спасибо за внимание, до встречи в новых видеороликах и пока!